Ну вот она, моя не очень надежная Toyota. У Олега закрыто. Эвакуатор от меня до Олега стоит 900 гонконгских долларов. Это примерно 110-120 американских. Oil. Сейчас. Окей. Масло осталось на вот этой металлической штуке, на которой везли мою машину. И это хорошо, значит, в двигателе было масло. Почему оно текло, непонятно. Нужно рассчитаться с чуваком. Оказывается, Олег закрыл свою девушку внутри. Ай, Луи. 早上好. Это больно. Ну что, привет. Что случилось с моей Toyota Sierra? Вчера приехал к Олегу, поставил модное классное кресло Recaro, в которое я тоже не помещаюсь, поменял левую, я не знаю что, нужно поменять еще правую, не знаю что, но Олег сказал, что машина будет рулиться лучше. В общем, по пути домой я ехал себе нормально, оценил, что машина реально стала рулиться лучше, переехал через гору, и вот уже буквально остался километр до дома, я решил поехать немножко побыстрее. Проехал секунд 30 на оборотах 5-6 тысяч и заглох. Остановился, завелся, и появился такой звук. Тук-тук-тук-тук. Я доехал до дома, у меня такая горочка небольшая есть, заехал на эту горочку, еле заехал. Позвонил Олегу, дал послушать звук. День начался прекрасно. У нас солнышко, видите, в футболке. Привет Омску, привет тебе, Дима, спасибо за футболку. Но продолжился он не очень хорошо. Вот у меня рядом с домом гора, высотой где-то метров 900. Так вот, я заехал на перевал, вот переключаясь вот со второй на третью, с второй на третью. Явно упала мощность, стук вот тук-тук-тук не прекратился. При этом температура оставалась нормальной. Я доехал до горы кое-как, и на спуске понял, что у меня машина начинает глохнуть. Проверил масло, масла у меня нет. В общем, каюсь и, в общем, виноват я, что не слежу за маслом. Был у меня обзор на Toyota AE86, и хозяин этой Toyota первое дело, которое делал, вот он подходил к машине, открывал дверь, перед тем, как завести, открывал капот, проверял масло. Я, в общем, избалованный, неправильный и не очень умный водитель. А это машина 90-го года, и, короче, нужно вводить себе в рацион дневной утреннюю проверку масла. Но вроде она едет. То есть это не полный конец, и, скорее всего, что-то с ним можно сделать, реанимировать его. Мы сегодня вечером собирались ехать с Олегом на покатушке. Теперь вот не знаю, поедем или нет. Хондоводы. Блин, я теперь понимаю, почему люди любят Хонду. Потому что вот такого с Хондой, наверное, не встречается, не случается. Со мной такого исключения не было. Я расстроен, я не знаю, что делать, потому что я пытался оценить вообще объем работы с вот этой Toyota Sierra. Я хочу ее полностью перекрасить, я хочу привести в порядок салон, музыку, подвеску, получается уже двигатель. Что-то вообще не понимаю, сколько всего нужно сделать, где это делать, как это делать. Начал поднимать контакты, связался с Тогой, парень, у которого AE86 в классном состоянии. Говорю, Тога, давай чуваков, которые умеют красить. Он говорит, хорошо, скинул контакт, нужно будет заехать чуваку показать. А как заехать? Она ехать не может уже, блин. Короче, как-то все сложно становится. Пойдем посмотрим, что Олег тут придумывал. Так, что тут у нас придумал Олег? Ага, это диски с аккорда. Аккорд, кстати, тоже здесь. Похоже, Олег замутился новые колеса на Интегру. Ну, молодец, красавчик. Ага. Посмотрите на эту красавицу Целику.
Луи, Целика Сепусини, да. Эта машина, это Целика Луи, девушки Олега, куплена за 15 тысяч гонконгских долларов. Это 200 американских. Ну, непонятно, какое у нее состояние, прям такая она грязная. На ручке или нет? 是自动波的还是 啊，等等 OK。 好。Короче, здесь стоит сейчас механика, но предыдущий хозяин пообещал поставить оригинальный автомат. Луи не умеет ездить на механике, как и Олег. Только об этом тихо. Ну, что-то она очень грязная. Новости мне сегодня, конечно, не очень хорошие. Жалко, конечно, тачку. Но нет худа без добра. Смотрите, что я нашел у Олега. Ну, огонь же. Ребят, мне очень нравится этот ГТР, но, к сожалению, обзор мы снять не сможем. Сейчас покажу почему. Смотрите, видите, моя рука. Коробки нету. Короче, кто-то сейчас будет наказан. Олег даже не поздоровался, сразу подошел. Я ни разу не видел его таким озабоченным, недовольным. Ну, есть за что. Я накосячил, ребята, извините, но да. У меня customers, которые ничего про машины не знают, они тоже умеют смотреть, масло есть или нет в машине. Toyota is hard to break. This engine is dead. You have two choices. One is rebuild this engine. Second one is just buy a second hand and put it in. Done. This engine is done. Yeah. No oil. It overheated the piston, and the bearing of the piston it broke. So now it's loose. Ну, говори, что делать. Мне нужно подумать, как будет лучше и дешевле. Только что, который тебе вот эту машину принес сюда, у него есть complete engine with gearbox. 1.3? 1.3 turbo. Сколько он стоит? Не знаю, 1500. Что, на чем я быстрее смогу ездить? На серии или на интегре? Ну, конечно, интегра. But ты не можешь каждый день на ней ездить. Могу. Okay, you can try. Слушай, а завтра попросишь своего друга, чтобы он сделал инспекцию для интегры? Я думаю, самое быстрое нужно в субботу или в понедельник. Самое быстрое. Что от меня нужно? 3000 за инспекцию. Ребятки, в Гонконге все очень дорого. И даже на недорогих машинах получается затратно все. 1000, 2, 3. Это, считайте, 500 американских долларов. Плюс сегодня еще 100 с чем-то за эвакуатор. Дорого иметь машину глупому и неопытному водителю, такому как я. Но ничего, опыт набирается. Теперь знаю, что масло нужно проверять часто. Как вы видите, у меня стоит новое модное сиденье Recaro. Ну, ребят, не особо видно, но поверьте, я здесь не помещаюсь. Поэтому мы ждем другое сиденье. Надеюсь, что получится заказать сиденье Bright. Олег строго-настрого запретил заказывать его из Китая поддельным. Сказал, что там должно быть точно оригинальное, пусть бэушное, но оригинальное. Вот. Значит, смотрите, что меня сейчас напрягает. Я не знаю, насколько хороша вот эта вот магнитола. В принципе, музыка играет неплохо, но неплохо по сравнению, даже не знаю с чем. Посоветуйте, на что можно поменять вот эту магнитолу или
заморочиться и привезти себе оригинальную магнитолу, которая устанавливалась на Серу еще в 90-м году. Да. Дальше. Что я еще хочу сменить? Вот этот козырек обклеен пленкой а-ля карбон. Когда едешь, эта пленка отсвечивает, бликует, дает блики на лобовое стекло. Жутко неудобно, мерзко, поэтому я ее поменяю на оригинальную, старенькую, но не бликующую. Предыдущий хозяин установил здесь вентилятор, который работает от USB. Я сначала думал, что это смешная затея и нафиг он нужен. Но опыт эксплуатации показал, что вот эти вот окошки у Серы, они, конечно, классные, но слишком маленькие. Когда жаркая погода, а в этой машине погода всегда жаркая, потому что здесь прозрачная крыша, и голову печет как бы так нормально. Так вот, эти окошки маленькие, и воздух, он может сказать, охлаждает, но если охлаждает, то задних пассажиров. И вот ты едешь и потеешь. Но, включив этот вентилятор, микроклимат меняется и становится прям комфортно и прохладно. Поэтому вот этот колхоз я, скорее всего, снимать не буду. Еще немного про эксплуатацию экзотического автомобиля. Ребят, здесь нет багажника. Ну, вернее, он как бы есть, но на самом деле его вообще нету. Пойдем покажу. В багажник помещается старый радиатор и еще что-то прям очень мелкое. Тачка, конечно, классная, двери у нее классные, но, блин, 90-й год. Такое ощущение, что у меня появился третий ребенок. Я еще не знаю, сколько будет стоить замена двигателя. Перемены всегда к лучшему. Спасибо, что посмотрели видос. Поддержите меня, ребята, лайком, поддержите комментариями, напишите ваши советы. С вами был Урбан и пока.